2 года назад, переезжая в Польшу, я и представить не могла, с чем тут столкнусь. Поэтому, пожив в 6 городах, я решила снять комплексный обзор для вас со всеми плюсами и минусами. В этом видео поделюсь своим личным опытом жизни в Польше и назову объективные факты в каждой категории. Начнем с возможностей в плане работы, что важно для большинства из вас. И здесь однозначно много плюсов. Во-первых, минимальная зарплата в Польше на 2024 год составляет 4300 злотых брутто в месяц, что является одним из самых высоких показателей среди стран Центральной и Восточной Европы. А средняя зарплата колеблется в пределах 7-7,5 тысяч. Во-вторых, Польша по-прежнему нуждается в иностранных кадрах в сферах IT, финансов, здравоохранения, технических специальностей и физического труда. В-третьих, экономика Польши занимает одну из лидирующих позиций по силе в ЕС, благодаря высоким темпам роста и поддержке технологий и стартапов со стороны государства. И в-четвертых, до 26 лет вы свободны от подоходного налога. Минус – это, конечно, высокие налоги для бизнеса. 19% для большинства компаний и 9% для малых и средних предприятий с годовым оборотом до 2 миллионов евро. И еще язык, но про него позже. В плане стоимости жизни в Польше я бы отнесла в плюсы доступные цены на аренду жилья в сравнении с теми же Германией и Чехией, довольно низкие цены на продукты и общественный транспорт. При этом цены на покупку жилья очень большие, а медицинские, коммунальные и другие услуги могут нормально так ударить по семейному бюджету. Например, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в крупных городах Польши 3-4 тысячи злотых, в городах поменьше 2-2,5. В среднем на продукты может уйти 1000 злотых на одного, а на транспорт около 100. Больше цен назвала вот в этом видео и также поделилась всеми нашими тратами, так что обязательно потом гляньте. Многие отнесут польский климат в минусы и будут в чем-то правы. Тут правда много серых дней, до 200 за год, короткие дни зимой и в целом прохладно. Например, тут холоднее, чем в Болгарии, Испании и Португалии, но теплее, чем в Норвегии, Швеции и Финляндии. Но есть очевидные плюсы. Сезоны различаются довольно четко, сильных морозов зимой нет, лето комфортное для прогулок и отдыха на природе, а экстремальные погодные явления бывают редко. За 2 года я застала несколько сильно ветряных и дождливых дней, засуху, и вот недавно было наводнение на юго-западе Польши от сильного циклона. Да, такое бывает, но объективно редко. Вообще, природа – это отдельный огромный плюс Польши. В первую очередь, благодаря разнообразию ландшафтов есть и горы, и море, и леса. А помимо моря, тут полно красивых озер, рек, водохранилищ и карьеров. Также Польша славится своими национальными парками, которых всего 23, включая невероятный Татранский парк, в котором мы с вами были. Кроме того, страна заботится о сохранности природы, и многие территории остаются экологически чистыми. Ну а парков тут очень много, и многие из них супер чистые и ухоженные, даже в маленьких городах. Если говорить про польский язык, то, как по мне, он довольно простой в изучении для славянских иммигрантов, за счет своей схожести с украинским, белорусским и русским. Так что базовый уровень освоить можно быстро, но важно понимать, что в польском есть свои грамматические правила и нюансы в произношении. Так что да, какое-то время можно жить без знания польского, ограничиваясь английским и украинским, где повезет, но условия работы, получение ПМЖ, социальная интеграция и бытовые вопросы рано или поздно потребует владения польским. Понимаю, что в море языковых школ сложно найти ту самую с камерной атмосферой и индивидуальным подходом, поэтому я в этом деле доверяю Ане, которая профессионально преподает польский уже 6 лет, эффективно, интересно и, главное, практично. Ее ученики легко сдают экзамен на B1, читают книги в оригинале и даже находят родственников в Польше. Благодаря жизненным и актуальным темам, простой подаче и 90% практики вы навсегда забудете про языковой барьер, а внутренняя система мотивации с возможностью выиграть бесплатные уроки и подарки добавит энтузиазма в процессе. У Ани есть как курсы на любой уровень до C1, так и разговорные клубы. Вот если вы знаете грамматику и базовые темы, то вам на курс. А если что-то знаете, но есть страх говорить и практика в приоритете, клуб станет для вас большой помощью. Один уровень можете спокойно достичь за 3 месяца и в целом совмещать курс с клубом для большего эффекта. Тем более, что специально для вас, моих зрителей, Аня дарит скидку в 20% на любой курс и один разговорный клуб в подарок при покупке курса. Просто укажите в сообщении промокод Троценко и сделайте шаг к реализации своей цели для жизни в Польше. Переходим к транспорту.
И тут тоже двоякая ситуация. С одной стороны, ЖД-сеть в Польше развита очень хорошо, на поездах удобно передвигаться как по городу, так и между городами, есть даже скоростные поезда, а места в вагонах суперкомфортные. Но вместе с этим важно помнить про возможные задержки поездов, которые происходят нередко. И опять же, с одной стороны, общественный транспорт тоже отлично развит, он работает четко по графику, удобная система покупки билетов в приложениях, мы покупаем Ягдояда, можно немного сэкономить на месячных проездных, есть льготные варианты, в большей мере в транспорте работает кондиционер или обогрев, есть ночные автобусы и где нужно идут строительные работы. Но куда же без но? Часы пик – это ад. В этом плане я ненавижу автобусы и всегда стараюсь выбирать метро или трамваи, так как меня еще постоянно укачивает. А тут еще толпы и медленное движение. Счастье работать удаленно. Дороги часто широкие, в отличном состоянии и, что важно, много где есть комфортные пешеходные дорожки, в отличие от Болгарии, где мы жили до этого. Для водителей есть скоростные дороги, доступные заправки, сервисы и большое количество парковок в общественных местах, но бензин стоит дорого, в среднем 6 злотых за литр, основные автомагистрали платные, правила дорожного движения жесткие, штрафы высокие, очевидно, и повторюсь, есть пробки, ну и проблемы с парковкой в центре крупных городов, цена на которую тоже не маленькая, в среднем от 4 до 7 злотых в час. Что еще круто, что между городами удобно также передвигаться на автобусах по типу Flixbus. Международных аэропортов куча, а между странами шенгенской зоны нет проверок, что упрощает путешествия. Но еще небольшой минус – довольно дорогое такси, особенно если брать Варшаву. И не могу не выразить свой восторг полякам за инфраструктуру для велосипедистов. По всей стране проложено больше 500 веломаршрутов, разных по сложности и длине. Есть много живописных дорожек, как, например, в том же горном регионе. Когда мы жили в Новотарге, брали на прокат велосипеды в Декатлоне и ездили по красивейшим селам и природным местам. Но это, кстати, было дороговато – 60 злотых за день. Прокат через Ветурила и подобные городские сервисы вообще может обойтись бесплатно, если менять велосипед каждые 20 минут или сколько указано на сайте. Радует, что процесс аренды мега простой, и я лично сама часто передвигаюсь по городу и лесу таким образом. Также есть много велопарковок и станций, на которых можно найти инструменты для ремонта. Вот что особенно печально в Польше, так это качество воздуха. По данным за 2023 год, среди стран Европы Польша остается одной из самых загрязненных в этом плане, особенно зимой. Главная причина – уголь, которым отапливают дома, а еще промышленность, транспорт, сельское хозяйство и географические особенности. Ну то есть в среднем на IQR вы увидите желтый цвет и превышение вредных частиц PM2,5 несколько раз, что заберет у вас 1,5 года жизни из-за увеличения рисков респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, если не соблюдать правила. Напишите плюс в комментариях, если хотите, чтобы я сняла отдельное видео на эту тему со всеми подробностями и рекомендациями. Например, недавно мы купили очиститель воздуха, специальные маски и ежедневно следим за показателями. Радует, что все-таки поляки активно работают в этом направлении, заменяют уголь на более чистые технологии и создают зоны с низким уровнем выбросов от машин. Хотя понятно, что все это требует времени. Не отходя далеко от темы, хочется отметить, что в Польше хорошо развита система сортировки мусора. Есть 5 основных категорий: бумага, пластик и металл, стекло, био и смешанные отходы. Время от времени забирают крупногабаритные вещи. Есть специальные пункты для сбора электроотходов и батареек. Вопрос в том, насколько осознанно люди выбрасывают мусор и что с ним потом происходит на самом деле. Тут тоже есть улучшения в последние годы, и Польша не стоит на месте. Теперь, когда вы познакомились ближе с уровнем жизни в Польше, пора перейти к легализации. В целом она состоит из 3 шагов. Первый шаг – карта побыту или ВНЖ. Базовый документ, дающий возможность легально жить и работать в Польше. На нее можно подать по основаниям работы, учебы или семейных обстоятельств. Рассмотрение заявки может занимать от 6 до 15 месяцев в зависимости от воеводств. За это время нельзя выезжать за пределы страны и менять работу, а малейшая ошибка в документах может сильно затянуть процесс. Второй шаг – карта стałego побыту или ПМЖ, на которую можно подать после нескольких лет с первой картой или на других основаниях. Дает более стабильный статус, но процесс тоже нелегкий. Самые лояльные условия действуют для украинцев, менее лояльные для белорусов и еще менее лояльные для россиян. Важно знать точные правила и избегать просрочек. И третий шаг – подача на гражданство. Тут сроки могут сильно отличаться. У кого-то это занимает 4-5 лет, у кого-то может быть больше 10.
Из-за неопределенности в процессе, когда нет стабильного статуса, могут быть сложности в быту, например, с закрытием счетов в банке и заключением долгосрочных контрактов на услуги. Кроме того, могут быть проблемы с подтверждением стабильного дохода, налоговыми документами для предпринимателей и так далее. Поэтому нужно быть очень внимательными к деталям и осознанными во всех процессах. И на самом деле не все тут так страшно, как может показаться. Легализация в любой стране скрывает кучу нюансов. А со знающим человеком все сразу станет проще и быстрее. Я такого человека знаю и с уверенностью могу рекомендовать вам. Если у вас есть вопросы или вы хотите пройти этот путь уверенно, избежав задержек и проблем, обращайтесь к Асе. Она эксперт по легализации с сотнями довольных клиентов, которая поддержит вас на всех этапах, чтобы процесс прошел для вас спокойно. У нее в Инстаграм есть куча бесплатных инструкций с основными шагами и советами, а на индивидуальной консультации она разберет все тонкости конкретно по вашему случаю и составит план действий. В подарок вы получите чек-лист и методичку со списком всех документов, сроков и требований. Так что переходите к Асе в Инстаграм, задавайте вопросы, а при записи на консультацию не забудьте указать мой промокод Троценко14, чтобы сэкономить 14%. Мы же сейчас живем тут по временной защите PESEL-UKR, которую получили, кстати, со второй попытки. В первом месте нам сразу отказали, так как это была вторая защита после Болгарии. Сейчас с этим стало все строже. По закону запрещено, но нередко бывает, что поездив по разным ужентам, где-то да повезет. Если же легально выезжать из Украины и сразу подаваться на временную защиту, ее получить не будет проблемой. Кроме того, со следующего года для украинцев будет возможность оформить ЦУКР. Это более сильный статус, чем временная защита, и при этом не требует трудоустройства в Польше, что лично для меня идеально подходит. Да и оформляется проще, онлайн, но не без своих нюансов. В плане продуктов в Польше все хорошо. Как я уже сказала, цены довольно низкие, все свежее, выбор большой. Ну, если говорить за популярные супермаркеты. Единственное, по многим воскресеньям и праздникам ничего не работает, кроме жабок. И это важно учитывать. Помню, как мы в Рождество переезжали в Гданьск, в пустую квартиру без еды и закупались в жабке. Так делать не надо. И еще летом можно покупать овощи с фруктами на рынках. Но тут надо хотя бы базово понимать польский и просчитывать сумму заранее, чтобы с вас не взяли больше. Также тут много торговых центров, большой выбор одежды, доступные цены на масс-маркет. А если заказывать что-то онлайн, то удобно забирать посылки через почкомат. А еще есть новая почта, что плюс для украинцев. Жилье в Польше имеет как плюсы, так и минусы. Тут много предложений и доступные цены на аренду по сравнению с Западной Европой. Да и в Болгарии мы снимали квартиры по той же цене, но с худшим ремонтом и тараканами. Мы, правда, арендуем на короткий срок через Airbnb, поэтому за местные сервисы не могу быть так уверена. Так-то у нас не было никаких проблем. С долгосрочной арендой сложнее и часто требует оказионайм – документ, позволяющий владельцу вас выселить за неуплату. Такая вот бюрократическая особенность. 3-4 тысячи злотых в среднем стоит аренда однокомнатной квартиры в крупных городах. 2-3 в городах поменьше. Стоимость квадратного метра в Варшаве, где дороже всего, 14-18 тысяч злотых. В небольших городах от 8 до 12 тысяч. Так что даже если у вас ЗП выше среднего, 1010, то все равно копить нужно долго. А если брать ипотеку, то цену жилья можно умножать в 1,5-2 раза. Чем мне особенно нравится Польша, так это тем, что не выезжая за пределы страны, можно бесконечно путешествовать. И, собственно, все мои видео наглядное тому подтверждение. Всего в Польше находится 16 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых мы с вами посетили соляные шахты Велички, Тевтонский замок Мальборг, старый город Кракова, Варшавы и залу столетия во Вроцлаве. Страна богата на замки и дворцы, природные заповедники, старые города, необычные музеи, этнографические деревни и уникальные места. Например, вы знали, что в Польше есть настоящая пустыня, первобытный лес и регион с 2000 озер. Список интересных локаций можно перечислять бесконечно. Польша в целом имеет богатую историю и культурное наследие, что отражается в архитектуре, искусстве и традициях. Самые значимые праздники для поляков – это Рождество, Пасха, День всех святых и День независимости. Из необычных традиций хочется выделить жирный четверг, когда все объедаются пончиками, и утопление Можанны для приветствия весны. Кроме того, польская кухня обалденно вкусная и входит в мой личный топ. Блюда сытные, пряные и такие домашние. Мои фавориты – это журик с пирогами.
В любой непонятной ситуации всегда их заказываю. И да, рестораны, а конкретно обслуживание, качество и вкус еды я считаю тут важным плюсом. Вообще, поляки очень гостеприимные, отзывчивые и доброжелательные. Они всегда здороваются со своими соседями, что для меня было непривычно после Украины. И в целом хочу сказать, что за эти 2 года у меня не было ни одного конфликта с поляками. Да, есть те, кто не рад иммигрантам, как и в любой другой стране, но по своему опыту эта неприязнь чувствовалась только в комментариях под видео, не более. В Польше действительно чувствуется патриотизм и спорные взгляды на историю, особенно в отношении Германии и России. Украины тоже, но как будто бы меньше. И не стоит забывать о том, какую большую поддержку поляки нам оказали и оказывают, да и иммигрантам с других стран. Вместе с тем, поляки склонны к консерватизму, особенно в вопросах семьи, религии и социальных прав. Например, здесь запрещены аборты, видно неоднозначное отношение к ЛГБТ-обществу и большое влияние идет с церкви. Около 90% населения считают себя верующими. А еще здесь верят в экзорцизм, и часто люди предпочитают считать себя одержимым демоном, а не психически нездоровым. Как же обстоят дела с безопасностью в Польше? Из хорошего уровень преступности один из самых низких среди стран ЕС, серьезные преступления тут довольно редки, как минимум в крупных городах находиться безопасно, уровень полицейской защиты довольно высокий и риск терроризма низкий в сравнении с другими европейскими странами. Но распространены карманные кражи и онлайн-мошенничество. Конкретно я не сталкивалась с этим, мне только часто приходят сообщения про кредиты и постоянно звонят всяких колл-центров. Чтобы было проще, я сделала так, чтобы звонки с пометкой «спам» отклонялись. Ну, а в общественных местах нужно просто быть бдительными. И благо этого мне Испания, где постоянно воровывают туристов. Безопасность выражается также в миграционной политике. Польша занимает более сдержанную позицию в отношении беженцев, в сравнении, например, с Германией, которая принимает людей из разных стран. Польша же в основном открыта к украинцам и в большей мере проявляет солидарность. И да, штрафы. Их тут много, и о них важно знать. А про взятки забудьте, если не хотите получить до 10 лет лишения свободы. Мое любимое – медицина. О ней я снимала отдельное видео, где поделилась нашим с мужем опытом медприключений. Спойлер, они продолжаются до сих пор. Польская медицина делится на государственную и частную. Первая основана на НФЗ, Национальном фонде здравоохранения, и бесплатно полностью или частично для определенных категорий людей. Но очереди по страховке могут длиться вплоть до нескольких лет, и прежде чем идти к любому профврачу, терапевта вам не обойти. Собственно, поэтому мы всегда выбираем частную. Она, очевидно, не дешевая, но предлагает больше вариантов, очереди тут сильно короче, бывает можно записаться хоть на завтра, и терапевт не нужен. Удобно, что в Польше есть свой медицинский портал «Знанный лекарь», через который легко найти нужного врача. Вводите город, специальность, язык и выбираете лучшего специалиста по отзывам и стажу. Запись делается в пару кликов, а оплачивать прием уже на месте. И да, радует, что есть врачи, говорящие не только на польском. Ну а по результативности лечения мне, конечно, попадались разные специалисты, но в большей мере везло. Особенно со стоматологией во Вроцлаве. Стоимость медицинских услуг довольно доступная в соотношении с качеством. Например, в Германии, Франции, Великобритании цены выше в 1,5-2 раза. В Хорватии и Венгрии примерно те же, но проигрывают в качестве, а в Болгарии немного ниже. Поэтому сюда часто приезжают люди из-за границы, чтобы лечиться. А в стране активно внедряются новые медтехнологии и научные разработки. И да, лекарства тут выписываются строго по рецепту от врача, кроме базовых витаминов и препаратов. Скорую вызвать, если не умираешь, нельзя, за это будет штраф. И все же, если сравнивать цены с Украиной, то, конечно, консультация врача от 200 злотых и, например, имплант за 8000 могут расстроить. И это я делюсь своим личным опытом. Еще одна причина, что привлекает мигрантов – высшее образование. Тут ситуация схожая с медициной. Доступные цены и высокий уровень. В среднем год обучения стоит от 2000 до 5000 евро. Для сравнения, в Великобритании от 10 до 44 тысяч, а в США от 20 до 35. И это не считая частных вузов. Удобно, что есть программы не только на польском, но и на английском, а дипломы польских университетов признаются в других странах ЕС.
Знаю, что меня смотрит много родителей, поэтому не могу пропустить тему инфраструктуры для детей. Я, конечно, не родитель, и некоторые из вас тут знают больше меня, поэтому пройдусь по ключевым фактам, а вас призываю делиться своим опытом в комментариях. Это будет очень полезно для других. Образование для детей в школе обязательно для всех граждан, включая мигрантов. Оно состоит из нулевого класса, 8 классов основной школы, 3-4 лет в лицее или техникуме и 3-5 лет в университете. Из интересного, в Польше используется 6-бальная шкала, где плохая оценка только 1, 2 уже достаточно. Кроме того, не так давно для учеников начальных классов отменили домашние задания, а для старших они стали необязательными. И тут я вспоминаю свое школьное время, когда каждый преподаватель накидывал кучу заданий, как будто существует только его предмет. В польских школах, очевидно, обучают на польском, а если у ребенка нет знания языка, то он получит дополнительные занятия, чтобы быстрее адаптироваться. Есть и украинские школы в крупных городах для тех, кто планирует потом вернуться в Украину, и также русские, но их сильно меньше. Детские площадки в Польше – это, безусловно, плюс. Они современные, разнообразные, безопасные в большей мере и довольно часто огорожены забором. Я еще долго буду вспоминать ржавого, побитого жизнью слоника в Болгарии и радугу с глобусом с моего детского сада. Вот тут такого нет. Детские сады в Польше тоже хорошо развиты, но часто в государственных не хватает мест и стоят длинные очереди, что может вызвать трудности с доступом к ним. К слову, несмотря на это, страна сейчас проживает демографический кризис. Рождаемость снижается и население, собственно, тоже. Переходим к домашним питомцам. В Польше к животным относятся очень бережно и ответственно, поэтому бездомных котов вы встретите редко, а собак не увидите вовсе. Встретить кабана вероятность будет больше. Здесь есть много приютов, а законы о защите животных очень строгие. За жестокое обращение с ними можно получить до 5 лет лишения свободы. А неубранные экскременты и прогулка без поводка может обойтись вам в 500 злотых, не говоря уже про более серьезные нарушения. Чипирование в Польше не обязательно, но очень рекомендуется, так как если питомец потеряется, через чип его будет проще найти. Регистрация собак обычно обязательна, кошек и других животных чаще нет. Что еще важно, так это платить налог на собак каждый год. Это стоит до 170 злотых, точная сумма зависит от коммуны. И интересно, что в Варшаве, например, такого налога вообще нет. В Польше в целом хорошо развита инфраструктура для питомцев. Есть много парков, специально отведенных зон, часто замечаю миски с водой у заведений и ветеринарные услуги на высоком уровне, при этом с разумными ценами, которые тут ниже, чем в Германии. В минусы я бы отнесла сложности с поиском жилья и ограничения посещения общественных мест с питомцами. И тут тоже приглашаю всех опытных в комментарии поделиться своим опытом и нюансами жизни с питомцем в Польше. Следующая категория посвящена любителям всякой движухи и нетворкинга, которой в Польше больше, чем достаточно. У каждого города есть свое сообщество в Инстаграм или Телеграм, где и можно узнать афишу активностей, фестивалей, концертов, выставок, спортивных событий и так далее. И за счет того, что комьюнити наших иммигрантов очень обширное, можно посетить много мероприятий на своем языке. Например, мне часто в рекламе попадаются разные мастер-классы, женские круги, творческие и нетворкинг-встречи. И в целом тут много бизнесов, основанных украинцами и белорусами. Например, мою любимую стоматологию во Вроцлаве основала украинка Юлия. Хожу на маникюр и покраску я тоже к украинцам, покупаю и продаю книги на украинском в местной барахолке, а когда ищу что-либо, то сначала делаю это на украинском и русском языке. Что уж тут говорить, идя по улице, постоянно слышишь знакомую речь. И все это упрощает интеграцию мигрантов. Если это видео было для вас полезным, дайте знать в комментариях. И обязательно напишите, какой главный плюс и минус жизни в Польше видите вы. Будет интересно почитать. А чтобы узнать все цены наши личные траты в Польше, переходите к видео, которое видите на экране. Увидимся совсем скоро. Пока!